Приветствую вас, дорогие мои зрители. Ну, может быть, некоторые не зрители, а слушатели. Если брезгуют, можно сказать, смотреть и просто слушают. Ну, я приветствую и тех, и других, и брезгливых, и не брезгливых. А также настоятельно рекомендую ставить лайки и писать комментарии. Сегодня я оглашаю сюжет из своей практически бессмертной серии «ФАК». То есть часто задаваемые вопросы. Скажем так, нередко задаваемые вопросы. Мне тут задали недавно интересный вопрос, и я понимаю, что так или иначе, если мне его не задают, то он в голове у разных людей иногда всплывает. А вопрос мне задали: Роман, когда и как ты стал либералом? Меня когда спросили, я понял, что я могу вызывать такой вопрос. Понимаете, какое дело? Вот либералы, консерваторы – это что-то из такой жизни английского парламента 17 века. Для того, чтобы быть полноценным либералом, нужно носить парик. Нужно носить парик, как носили в британском парламенте 17 века. И еще посыпать его нужно тальком. С этой стороны, значит, посыпанные тальком в париках либералы, а с этой стороны консерваторы. Да? Я такой: о, нет, я, значит, не хочу быть консерватором, я перехожу, значит, по залу парламента, топ-топ-топ-топ, значит, в угол либералов. Это так должно выглядеть, наверное, да? Понятно, что когда ты чувствуешь себя членом британского парламента, или даже не членом, а мозгом британского парламента, вот, это, конечно, легче себя чувствовать, чем не членом британского парламента. Но хитрость в том, что я себя никогда таковым не чувствовал. Я вот знаю значительное количество людей, которым бы так было бы легче себя ощущать в таком неком цивилизованном литературном разрезе. Да? Тут либералы, тут консерваторы, тут мушкетеры короля, тут гвардейцы. В общем, такой Дюма с Диккенсом. Да? Я все-таки и Дюма, и Диккенса перечитал, значит, в детстве, и потом как-то не перечитывал. Я читал другие книжки. Поэтому ни либералом, ни консерватором я себя никогда не считал. Потому что если меня относить к какой-то обширной группировке, то я скорее относился к тоже достаточно антисоветской группам похуистов и космополитов. Вот, потому что нужно обладать феноменальным похуизмом, чтобы прожить всю жизнь в России. И значительной самоуверенностью. Потому что, ну, даже если отбросить всякие эмоциональные краски, это место, где холодно, где дорого, еды не хватает. Ну и народ в основном говно, да? Ну, понятно, ты с говном, конечно, можешь не общаться, и можешь выстроить себе круг общения, вот как мы сейчас с вами общаемся. Но ведь все равно снизу постучат швабры, знаете, как соседи. Снизу или швабры постучат, или зальют вот, сверху. Поэтому очень сложно считать себя в этой ситуации Тори, там, как в том британском парламенте, или Вигом. Ну, каким Вигом, я извиняюсь, да? Моя фаза пофигизма была столь велика, что, в общем, мне было практически все равно, где жить, да? Вот, что неправильно. Я осуждаю себя за эти тенденции, но это так. Как говорится, прошлого не изменишь. Я абсолютно последователен в своем пофигизме. Если уж меня довели до такой фазы, что я стал ругаться и, собственно говоря, сдернул с насиженных мест, значит, таки довели. Но довели меня не какие-то абстрактные консерваторы или патриоты, да? Меня довели общие тенденции, перетекающие в конкретных людей, ну, если их называть людьми, конечно, это сильно им льстит, и людей, как перетекающих в конкретные тенденции. Вы понимаете, если кто-то уголовник, мудак, и такой еще активный мудак, да, он при этом не является консерватором, это не признак консерватизма. То есть, если, предположим, в консерваторов объединить всех клинических мудаков, мудозвонов, палачей и каких-то маргинальных типов, бегающих там с кувалдами, блядь, с серпами и молотами, я не знаю, там, молящихся за смерть ближнего, то консерваторы обидятся. Обидятся британские консерваторы. Понимаете, в чем дело? У них традиции, у них белые парики. Почему уголовников, людей, похищающих детей, людей, насильников, просто людей, душегубов, почему они, по каким признакам они являются патриотами, мне интересно, или консерваторами? Опять же, по каким признакам является либералом то, что они хотят свободы? Да, в общем, можно не хотеть свободы, может хотеть не свободы. Но даже наличие некоторых ограничений свободы не подразумевает, что тебе со всех сторон стучатся всякие уголовные элементы, палачи и просто стада недоумков. Понимаете, в чем дело?
Если просто считать признаком низкого интеллекта, что это патриоты, ну окей. Вот. Ну тогда я, наверное, не патриот. Только я сделал для страны, и моя семья сделала больше, чем все эти патриоты вместе взятые, и каждый по отдельности, в нескольких поколениях. А так-то, конечно, я не буду, собственно говоря, долго вас мучить. Я прошу не считать меня ни либералом, ни консерватором, ни Тори, ни Вигом, ни Фигом. Я такой, какой я есть. А мудакам смерть, а героям слава. Вот такие дела. Love, peace.